Hey, me gusta esta. Pretty baby, pretty baby. Привет, дорогие ребята! Рады приветствовать в нашем канале, рады приветствовать с нашей кухни. Сегодня опять делимся очередным рецептом. По прошлому видео, кто смотрел, знает, что я анонсировал, что буду готовить голени, фаршированные голени. Не знаю, говорил я в том видео или не говорил, но по сценарию, не по сценарию, так как я задумал себе, я должен был сейчас приготовить фаршированные голени. Ребята, в предыдущем видео точно рассказывал, что были на встрече, после чего вышли, зашли в специализированный мясной магазин, где не было куриного филе, ни филе бедра, ни грудки куриной, ничего не было. Но из курицы были продукты такие, как голень куриная, были куриные бедрышки, были куриные крылышки, были целые куры домашние. И мы, значит, заказали филе, вернее, грудку заказали индюшиную и заказали, сказали, чуть-чуть, где-то полкило куриных голеней нам свесить. И в это время, пока нам свешивали, мы ходили, смотрели, как сороки по магазину, где там что. Ну, знаете, может и вы так бывает. Вот сказал продавцу, ты не следишь, что он тебе там ложит, дает. Сам это время смотришь. К чему я веду? Только что я распаковываю пакет, высыпаю наши куриные голени, даже не обращая внимания. А Кэрри так смотрит и говорит, так ты же сказал, что ты будешь фаршировать куриные гомилки, голени. Я говорю, ну да. Она говорит, так а тут крылья. Я говорю, как крылья? Мы насмеялись, только пришли в себя. Я смотрю, а тут вместо моих, то, что мы заказали куриных голеней, а здесь крылышки. Как получилось? Или мы взяли чужой кулек, потому что мы там были не одни. Или нам перепутали и положили вместо голеней крылышки. Как так произошло, я не знаю. Но факт того, что у нас вместо голеней у нас крылышки. Ну, значит, так должно быть. Кэрри говорит, ну все, тогда отменяем это видео. Я говорю, ну я для ребят не сниму видео, завтра мы заняты. Все, говорю, я же уже анонсировал видео. Она говорит, ну нет уж голеней. Я говорю, значит, будем фаршировать крылышки. Конечно, с крылышек нам кожу придется труднее снимать, но это тоже все реально и это все возможно. Поэтому вместо фаршированных голеней у нас будут фаршированные крылышки. Нам потребуется, ребята, полкило фаршированных... Ой, фаршированных... Нам потребуется полкило крылышек. Но лучше возьмите голени. Я не представляю, как ты эти крылья будешь Нам потребуется, фаршировать. у меня здесь было остаток 100 грамм куриного филе перебитого фарша с сыром. Нам потребуется 1 или 2 яблока, в зависимости от размера яблока. Ребятки, знаете, так получилось, зато это называется, что ничего у нас не придумано, не, знаете, вот как есть две особы за границей, они все мне намекают, что у меня все смонтировано, все придумано. Уважаемые две особы, я уже все понял, что это вы намекаете про нас. Вы успокойтесь, снимайте дальше свои интересные видео и очень сильно не нервничайте. Я все услышал, что все намеки, первый намек про друзей, и второй намек про еду, про все я услышал. Но это пропускаем, кому это адресуется, он и сам поймет. Без всякого зла и без негатива, а чисто так. Чисто так. Ну что, ребята, значит, что будем делать? Будем наши крылышки освобождать от кожи. Нам нужна кожа, поэтому с кожей аккуратно, чтобы ни в коем случае не прорезать нашу кожу. Ну, ничего, нет у нас гомилок, нет у нас этих голеней. Сложнее будет, конечно. Все-таки крылышко более тут тонкая кожа, да и вообще как-то сложнее с этого. Что ж там с голени? Подзадел, рукой повел, быстренько снял, в конце обрубил. Здесь будет чуть-чуть сложнее, но ничего, как говорится, сверхъестественное. И вообще, если человек чего-то хочет, то он обязательно сделает. С крылышками это или еще с чем-то. Вот так, ребята.
потихоньку снимаем. Вот так потихоньку, ребятки, снимаем. Смотрите, подводим, где-то подхватили пальцем. Нормально. Мы сейчас сделаем все, что надо. Вот так вот. Не хотите голени, Будут вам крылья. будут вам крылья. Знаете, не хотите, дети, чачу, я вам... Уже это чуть-чуть с другой оперы. Так. Вот так. Подзадели. Ребят, это чуть-чуть процесс, который займет. Я не думаю, что это настолько будет интересно наблюдать. Смысл вы поняли. Смотрите, подрезаем, где у нас есть жилки. Но ни в коем случае, чтобы не задеть саму кожу. Потому что и так в крыле кожа у нас не такая объемная. И чтобы фаршировать, не очень удобно. Поэтому вот так аккуратненько подзадеваем. Вот мы дошли до первого сустава крыла. Вот здесь уже его будем сейчас... Хотите ломайте, хотите обрезайте. Вот так. Все, смотрите. Класс. И пошли дальше снимать. Естественно, мясо мы тоже, которое у нас будет на крыле, мы это мясо, вот смотрите, освобождаем. Это мы будем нарезать вот сюда к фаршу, вот так. Видите, сразу вам все показываю. Вот сюда кусочками. Вот так. И дальше потихоньку поддеваем. Вот смотрите, вот видно вам, не видно вот эти, главное, жилочки. Вот только жилочку раз, и кожа пошла. Только жилочку подрезал, правильно, главное найти эту жилочку. Вот, все, кожа пошла. Она снимается, в принципе, не так уж сложно. Главное не разрезать и найти эту жилку. Все, ребятки, я буду снимать. Вот тут у меня сколько, я не знаю, сколько этих крылышек. Сейчас все поснимаю и обязательно к вам вернусь до следующего кадра. Ну что, ребятки, я освободил наши крылышки от костей, перебил большим ножом. Заняло это у меня где-то минут, наверное, 15, а может того и 20, не знаю. Вот, обрезал мясо, сюда добавил филе, которое у меня было к моему фаршу. Так, что дальше? Вот наши крылышки. Вот, ребят, видите, даже косточку одну забыл, здесь оставил. Вот так я очищал их. И вот у меня крылышки, вот есть кармашек, который я буду начинять. Конечно, лучше всего это делать с голенью. Это очень быстро, качественно и хорошо. Ну, видите, как получилось, что мы взяли в специализированном магазине крылышки. Если честно, мы с Кэрри так насмеялись. Ребят, это было реально смешно. Когда я выложил, я даже не обратил внимания, что там у меня. А Кэрри так смотрит и говорит, ты же сказал голени. Я говорю, ну да, голени, а что? Она говорит, ну это крылышки. Зато насмеялись от души. Да, серьезно, ночь, а у нас просто, особенно Кэрри моя, просто заливалась. Ладно, ребятки, что мы делаем дальше? Берем одно яблоко, оно у меня здесь помыто. У нас вообще, у нас овощи, у нас фрукты, ребят, не обращайте внимания. Ну, сразу готовы к употреблению. Да. Помыли, протерли. Так, берем одно яблочко, очищаем от кожуры, убираем сердцевинку, она нам не нужна. Пока одно. Я, знаете, просто смотрю, что количество небольшое, и если голень можно хорошо натусовать, как говорится, зафаршировать, то крылышко уже, конечно, кожи там меньше, куда мы будем непосредственно фарш наш отправлять. Поэтому, скорее всего, и яблочко одно. Ну, если надо будет два, я сейчас посмотрю, сделаю фарш. Если надо будет два, то сделаем два. Ребята, знаете, ночи у нас тихие, спокойные, теплые, такие, прям вот, знаете, весна. Ну, даже, я же говорю, вот мы сегодня допоздна были на улице. Очень сегодня хорошо, нету ветра. И прям так вот, знаете, предвкушение весны. Единственное, что меня пугает, я вот Кэрри, мы об этом разговаривали, поэтому делюсь с вами. Знаете, что пугает? Что если будет такая ранняя, теплая, хорошая весна, чтобы единственное потом, знаете, в мае месяце или в том же апреле не было заморозков. Потому что, представьте, все практически расцветет. Рано пустит почки. Это, то бишь, будет ранняя весна. А потом, если будут заморозки, потому что природа все равно берет свое, как вы знаете. Ну, должно быть хоть чуть-чуть этих морозов. Поэтому может произойти очень неприятная ситуация, если морозы
будут уже тогда, когда будут почки, когда будет все. И то бишь у нас не будет урожая фруктов моей любимой черешни или не менее любимого абрикоса летнего. Вообще так хочется уже лета, так хочется этого уже тепла. Вообще хочется мира и добра, покоя, чтобы наша страна зажила и люди здесь зажили, чтобы могли мы строить все планы. Это, знаете, смотрим в окно, сейчас вот я курил, Кэрри сделала мне кофе, смотрим в окно, вот эта тишина, все, и думаю, господи, об одном только мечтается, чтобы не погибали люди. Вот это, в принципе, сейчас, по-моему, самая актуальная тема, которая может быть. Все остальное, ладно, переживем. Ну и, конечно, хочется тепла, без всяких заморозков, чтобы были урожаи. Начнется дачный сезон. Работы немерено, ребят, просто немерено. Мы так и не нашли человека, который будет нам по саду помогать, а по всей видимости работы в Киеве пока, слава богу, меньше у нас нету, поэтому занятость у нас приличная. И в смысле того, что я не знаю, смогу ли я уделить столько внимания даче, как в прошлом году, в этом году. Поэтому это меня чуть-чуть, наоборот, хорошо, что есть занятость. Так, ребята, извиняюсь. Добавляю растительное масло в наш фарш. Добавляю молотый перец по вкусу. И, естественно, добавляем соль. Ну, тут у меня пару ложечек, я ее отправляю всю. И, как всегда, хорошо вымешиваем. Так, и продолжу. Понимаете, занятость есть, это все, конечно, великолепно, но сад в летнее время будет требовать, конечно, внимания. Это вы знаете. И покос. Да и сорняки там быстро начинают расти. День, два, три. Если ты там не живешь, если хотя бы вечером надо уделять саду хотя бы 15-20 минут по-любому. Каждый вечер надо уделять. Поэтому надо все-таки искать человека, чтобы это был человек с Броваров, скорее всего. Ну, с Киева неудобно ему ездить. Чтобы человек хотя бы приходил, ну, пускай не каждый день, а 2 раза в неделю хотя бы там убрать какие-то сорняки и на покос. Косить можно раз в неделю идеально, раз в неделю косить. Это было бы идеально, найти такого человека. Ну, чтобы человек был, конечно, ответственный. Так, ребятки, вот это наш фарш, он уже готов. Смотрите, берем наше крылышко. Вот так я выворачиваю. Тут на конце у меня оставлена косточка. Ну, это я сделал специально. И вот ложим наш фарш. Конечно, в гомилку это намного быстрее все. Крылышко неудобно. Но я не мог не снять вам видео, потому что навряд ли у меня завтра будет время. Кэрри говорит, ну завтра купим гомилки, снимешь. Я говорю, нет. Если так получилось, значит так должно быть. Значит будут у нас фаршированные крылышки. Ничем они не хуже, чем будут фаршированные, скажите мне, голени, гомилки. Тоже будет вкусно и хорошо. Вообще мне нравится очень с курицей сочетание фруктов, таких как персик, ананас, ну, яблоко. Яблоко это вообще классика жанра, как говорится. Знаете, курица с печеными яблоками, с рисом, с гречкой и туда яблоки. Это очень вкусно. Ну вот, ребятки, смотрите, получается у нас вот такое крылышко. Оно, конечно, имеет форму. Видите, его разнесло, это крылышко. Крылышко такое, знаете, посленовогоднее, как Гарик сейчас выглядит. Вот такое крылышко. Посленовогоднее, полное крылышко. Так, ну вот так, ребятки, смотрите. Вот такие крылышки. И сейчас мы возьмем формочку. Извиняюсь, сейчас полосну руку и возьму. Так, ребятки, взял форму. Вот такой формы. Единственное, что у меня закончился пергамент. Это плохо, я не люблю, потому что будет труднее мыть. Вот так сбрызнул чуть-чуть растительным маслом. Беру наши крылышки. Сейчас аккуратно еще раз все сюда заталкиваю. Вот так, ребят, смотрите, хорошо. И сверху вот так закрываю. Вот такое крылышко замечательное получается. Итак, я сейчас буквально начиню все крылышки. Так что мы вышли из ситуации. Ну, пускай не гомилки. Ну и что?
Зато фаршированные крылья с яблоком, вкусно. И вот я наготовил, у нас получились, вы видели по предыдущему видео, получились свекольные котлеты вкусные, курино-свекольные. Теперь у нас будут вот такие крылышки, нам на 2-3 дня спокойно хватит. Ну, обедать мы дома не обедаем, потому что в обед нас дома нету. Позавтракать, ну и иногда поужинать, потому что ужинаем мы иногда где-то. Ну и часто бывает, что ужинаем мы дома. Вот так, видите, ребятки, смотрите, как хорошо. Главное, что мы вышли из ситуации, посмеялись, все равно показали вам рецепт. Хотя он был просто на грани срыва. Вот. И замечательное крылышко у нас готово. Видите, вот здесь у нас косточка осталась, что не позволяет нашему крылышку отдавать нашу начинку, чтобы она выходила с другой стороны. Такие ножки можно сделать не только на каждый день. Такие ножки можно сделать, если какое-то мероприятие. Это очень прикольно. Вы зажарили. Сейчас вы видите, когда они зажарятся, какие они будут красивые. Начинку опять-таки вы можете менять. Вы можете сюда накрошить, если это хотите более празднично, накрошить сюда персик. Сочетание курицы и персика, я уже говорил, просто обалденно. Накрошить сюда мелко персик или натереть его. Но персик лучше все-таки, мне кажется, порезать. Порезать мелким кубиком, это будет обалденное сочетание. И поставить на стол, если у вас какой-то праздничный банкетный стол, поставить такую закусочку. Во-первых, если вы сделали просто крылышки, знаете, на банкете, на день рождения, как-то крылышко это все-таки более такое... Упрощенный, да, вариант? Не то, что упрощенный. Вот где-то на даче, да, когда у нас мы кушаем на природе, да, крылышко, потому что у нас косточка, мы должны крылышко кушать руками. А такое фаршированное крылышко, ну, кости как-то не очень красиво за столом, и если это банкетный праздничный стол, как-то, ну, будем говорить, да, не очень это. Поэтому очень интересно, как, ну, не интересно, а вы делаете такое блюдо, и тогда вы спокойно можете ставить его на праздничный стол, ложите приборы, и ваши гости замечательно будут это кушать приборами, никаких лишних у вас костей, не создаете вашим гостям какое-то неудобство. Поэтому я считаю, очень даже замечательно сделать вот такие крылышки. Ну а начинка, это, конечно, на что кто гораст, у кого какие вкусы. Мне нравится, вот здесь, видите, здесь у меня яблоко, сыр, мясо и специи. Это очень вкусно будет. Все, ребятки, я дальше продолжаю фаршировать крылышки. Как говорю вам всегда, до следующего кадра. Ну что, дорогие ребята, я зафаршировал наши крылышки. На одно крылышко мне не хватило, ну ничего страшного. Вот такие замечательные 6 крылышек. Сверху их сбрызну, для того, чтобы они зажаристые были, красивая курочка. И отправляем в духовку, значит, при температуре 180 градусов 20-25 минут. Будет нашим крылышкам достаточно, так как я вам уже говорил. Здесь у нас курица. А что курица, правильно, очень-очень быстро готовится. Все, ребятки, отправляю на 20 минут в разогретую духовочку-25 минут. Эти 20-25 минут, как я вам всегда говорю, для вас будут незаметны. И мы через секунду с вами увидимся. Ну что, дорогие, прошло у меня 25 минут. И будем доставать наши крылышки. Смотрите, замечательные получились. Ой, сейчас шлепнется и будет замечательные крылышки. Вот такие. Конечно, если был бы пергамент, видите, тут ну, неудобно, когда нет пергамента. Сейчас, как всегда, по традиции попробую. У нас ночь, мы уже какие спать ароматы, хотим. Конечно, Но соблазняют. обязательно попробую, разрежу при вас крылышко. Дорогие, возьму такое поменьше, смотрите. Нигде не подгорело, оно румяное, красивое. Смотрите, сейчас разрезаем его. Сейчас мы посмотрим, какое оно у нас в разрезе. Смотрите, класс. И вот то, что я вам говорил, когда это на банкетное какое-то меню, на день рождения, это очень классно, потому что ваши гости будут есть крылышки, и при этом не будет никаких косточек. Ну, тут в конце маленькая косточка, но ее не берем во внимание. Вот с яблоком это вкусно. Сейчас я пробую. Ну как?
Это очень вкусно. Знаете, ребят, у вас сложится впечатление, что все, что я не готовлю и пробую, это вкусно. Ну, действительно, если бы вы могли это попробовать, Кэрри не даст соврать, я дома действительно очень неплохо. И не вкусно только готовлю. мне нравится, все, кто пробует, Поэтому, все твои блюда на Кэрри, ура. попробуешь? Ну, попробуй маленький кусочек. Поздновато. Сейчас посмотрим. Ну, давай. Да, вот так мы никогда не похудеем. О, видите, Гарик Так и похудел. мне тоже, Конечно, как надо огромное худеть. спасибо. Я действительно похудел, но похудел всего лишь на 2 килограмма, а мне надо сбросить еще 5. Поэтому все еще впереди, наша весна. Ну, а сейчас Кэрри попробует. Так, ну что, Я снимаю пробу. Правда, понимаешь, единственное, что я не могу есть горячее. Оно не... Ну, такое... С кожицей. Оно очень вкусно. Ой, как ароматно, вкусно. Ребята, знаешь, запах, аромат шашлычка. Ну, там яблоко, и оно из-за этого делает очень нежную эту курицу. Ну, действительно, очень вкусно. Тает во рту. Так что, ребята, если... Сочно очень. Да. Класс, супер. На здоровье, Спасибо куколка. большое. Так что, если вы хотите вот такие крылышки, легко, в принципе, делать. Собирались делать гамилки, в конце получились Ребята, крылышки. ребята, смеялись. Очень вкусно. Все, дорогие, Есть. если вам понравилось наше блюдо, не забудьте поставить палец вверх. Если не действительно понравилось, вкусно. поставьте палец вниз. Если вы сделали репост, огромнейшее вам спасибо. Всем мира, добра, счастья. С вами, как всегда, были ваши Гарик и Кэрри. До новых видео, дорогие. А у нас много еще чего интересного, нового. Сейчас чуть-чуть с работой расквитаемся и будем чуть-чуть больше уделять вам времени. А пока не, как говорится, не обессудьте, пока кулинарные видео, и то записываю ночью. Все. Пока. Всем добра и счастья и до новых видео. Пока, Пробуйте дорогие. готовить. С Гариком вместе. You took the sunshine.